Здравствуйте, друзья! Сегодня будет небольшое видео, посвященное апрельскому обновлению Home Assistant, а точнее одной из особенностей этого обновления, связанная с возможностью трансформации одной из самых распространенных сущностей в системе Switch. Напомню, что к домену Switch, среди прочего, относятся любые физические устройства, имеющие реле, розетки, выключатели, одно- и многоканальные реле самых различных видов. При этом, по факту, спектр их использования очень широкий. Управление питанием, освещением, шторами, замками и так далее. Рассматриваемое обновление дает возможность быстро трансформировать стандартный свич в желаемую сущность. В качестве примера возьмем широко распространенное устройство ZigBee реле от Aqara. Оно имеет два канала управления, точнее два физических реле. Вот оно в интерфейсе Home Assistant, линия 1 и 2. Перейдем в конфигурацию. Тут, кстати, видим еще одно нововведение – возможность обновлять прошивку устройств, в данном примере контроллера VLED, прямо из интерфейса, для чего создан новый домен устройств Update, которые даже могут участвовать в автоматизациях. Но не будем отвлекаться. Перейдем в меню интеграций. Наше подопытное реле находится в интеграции MQTT. Все, что показано в этом видео, актуально и для других интеграций, например, Xiaomi Mio, Tuya и так далее. Принцип один и тот же. Тут на самом деле даже три switch, есть еще программный переключатель Interlock. Напомню, как он работает. Если он включен, то в один момент времени у этого устройства может быть включен только один из двух каналов. Это удобно, например, для электрокранов. Вернемся к теме. В настройках каждого Switch теперь появилась опция «Отображать как». По умолчанию выключатель. Тут доступно теперь 6 вариантов, выбираем в зависимости от реального использования реле, например, освещение. Обновляем. Теперь базовое реле будет скрыто, то есть им можно управлять, но оно не отображается в интерфейсе. И появилась новая логическая сущность – светильник. Аналогично для второго канала. Выберем, например, вентилятор. Вполне практический и реальный кейс использования. Появился новый объект. Вместо двух switch у нас теперь светильник и вентилятор, домены Light и Fan. Вернемся в интерфейс. В перечне объектов Switch исчезли оба реле. Они, как мы помним, теперь скрыты. Зато в карточке светильников появился новый, привязанный к первому каналу реле. А в карточке вентиляторов второй канал реле. Хотя функционально это никаких преимуществ не даст, однако с точки зрения визуализации, группировки, либо управления сразу несколькими сущностями при помощи одного сервиса, это намного удобнее и практичнее. Рассмотрим, есть ли возможность обратного хода. Идем в настройки виртуального устройства и удаляем его. Привязанный к нему канал реле вновь будет отображаться, он не скрыт. Удалим вентилятор, освободим и второй канал реле. Теперь давайте выберем что-то другое, например, сирену. Первый канал реле теперь будет отображаться так. А второй отобразим, например, как замок. Замкнутое реле теперь отображается как закрытый замок. Надеюсь, этот небольшой урок по обновлению Home Assistant был вам полезен и интересен и поможет повысить удобство и качество работы вашего умного дома.
Я буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм-канал, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете ссылки на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. Всем мира!